История, о которой пойдет речь, произошла в маленькой деревушке Василева, Московской области, где жила дворняга по имени Грей со своим хозяином. Вряд ли для кого-то станет большим открытием, что в деревнях старые дома частенько горят по нескольким причинам. Недосмотр или несовершенство печей, а иногда и просто старая дряхлая проводка приводит к катастрофам. Так случилось и на этот раз, по неизвестной причине старый дом вспыхнул. Грей жил во дворе и работал звонком, оповещая хозяев, что кто-то пришел громким лаем. В этот раз дворняга, заметив неладное, помчалась прямо в дом, чтобы предупредить хозяина об опасности. Вот только не знал храбрый песик, что хозяин уже выбрался через окно позади дома и продолжал бегать по горящим комнатушкам, отчаянно пытаясь найти своего любимого владельца. Мужчина совершенно не пострадал от огня и даже не кашлял, чего нельзя было сказать о верном песеле. Грей сильно пострадал в огне. Но оказалось, что не это самое трагичное и жесткое, что могло случиться в этой истории. После случившегося пожара хозяин просто уехал в город, а Грея оставил прямо на улице посреди пепелища. Однако мир не без добрых людей, и в какой-то момент, спустя целую неделю после происшествия, Грея заметили жители деревни. Как дворняжка прожила целую неделю с такими повреждениями, да еще и на морозик, было совершенно непонятно. В любом случае обгоревшего пса доставили в ветеринарную клинику, где врачи, увидев такое зрелище, чуть не попадали в обморок. По словам ветеринара Марии Медведевой, они не надеялись, что Грей выживет. Вдобавок ко всему, храбрый пес почти полностью ослеп от огня. Собаке предстояли весьма болезненные процедуры. Однако врачи, несмотря ни на что, начали спасать собаку-героя, бросив все силы на его восстановление. Самое удивительное, что хозяин несколько раз приезжал в клинику к своей собаке. Но постепенно эти визиты полностью прекратились, и хозяин просто бросил Грея, потому что переехал в городскую квартиру, а уличный пес ему был просто не нужен. Врачи и волонтеры, понимая, что владелец больше не появится, попутно с лечением начали искать для Грея новую семью. Активисты боялись, что Грей, всю жизнь проживший на улице, не сможет адаптироваться к городской квартире, но один из них все же взял песика на передержку к себе. Удивлению защитников не было предела, когда выяснилось, что малыш Грей отлично показал себя в квартире. Дворняжка вела себя тактично и воспитанно, как будто всю жизнь жила в таких условиях. Сразу после этих новостей активисты и волонтеры с удвоенной силой начали искать новых владельцев для собаки. В один прекрасный день на пороге приюта появилась молодая супружеская пара, которая узнала историю Грея и решила забрать его к себе. Волонтеры плакали от умиления, что такой храбрый и верный пес наконец-то обретет свое собачье счастье. Вот только все пошло не так, как хотелось бы активистам. Спустя всего 3 недели молодожены снова появились на пороге приюта, чтобы вернуть песика. Пара утверждала, что Грей привязался только к молодому человеку, но в отношении хозяйки проявлял агрессию. Мария Медведева в это не поверила, ведь она занималась лечением травм собаки, которые были весьма болезненны, но Грей ни разу при этом даже не оскалился. Однако деваться было некуда, и Грей снова оказался в приюте, где его любили все сотрудники. Впрочем, все люди понимали, что собаке нужен хозяин, и оставлять в приюте его нельзя. Активисты снова принялись за поиски и разместили историю храброй дворняжки на странице своего приюта. И их старания увенчались успехом. Однажды на пороге приюта появилась женщина, которая, узнав о подвиге и дальнейших горестях собаки, пожелала ее забрать. Женщина приехала из Москвы и долго плакала, когда прочитала, как пес пытался спасти своего хозяина. После этого женщина уже точно знала, что Грей будет жить у нее. Это произошло спустя почти целый год. Так, Грей переехал в столицу и теперь живет с женщиной и ее мамой. Волонтеры несколько раз навещали пса-героя, и никаких жалоб от новых владельцев не было. Мало того, в городе Зеленоградск прошел конкурс,
который организаторы называют «Лохматый Оскар», где победителем заслуженно стал Грей, спасший своего хозяина из горящего дома, но потерявший при этом свое собственное здоровье. Вот такая страшная история произошла в Василёво, которая, к счастью, закончилась хорошо. Нам же остается пожелать Грею счастья, и пусть у него все будет хорошо, он это заслужил. Как и медведица Василиса, которая крохой чуть не погибла в лесу, но сумела выйти к фермеру.